Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Вот я связала вот такой кардиган для весны и назвала тоже «Весна». Этот кардиган тоже, как все мои изделия, начинается с горловины и потом прямо переходит к телу кофточки. И при оформлении здесь ростка, друзья, мы сокращаем петли по полочкам, оформляем регланные линии. И заодно здесь вяжем узор. И как вязать этот кардиганчик с горловиной, и как оформлять росток, все у меня практично есть мастер-класс кардигана Камиля на канале. Этот кардиганчик тоже связан точно так же. Только здесь отличаются цифры в схеме вязания. На этом кардигане, друзья, когда мы закончим росток, по идее должно равняться петли переда с петлей спинки. А здесь у нас петли полочки будет по 9 петель больше, чем спинка. Значит, всего 18 петель больше. Почему? Потому что у нас узор стягивает полотно. Чтобы корректировать это стягивание, мы здесь по полочкам берем больше 9 петель, чем спинка. И еще, друзья, наш узор стягивает и по длине. Поэтому по ходу вязания, друзья, я 4 раза вот здесь, где-то потом вот здесь, где-то между 15 сантиметров я 4 раза сделала отдельный ход вязания для переда. Вот вязала узор обратно до боковой линии тела, потом опять обратно, вот так добавляю эту сторону 2 ряда больше, потом перехожу на левую сторону, здесь тоже вот таким образом добавляю 2 ряда больше. И вот таким образом мы 4 раза будем добавлять, и всего у нас по полочкам будет 8 рядов больше, чем спинка. И с этим у нас длина тоже будет подравняться. И этого вы не забудьте. Еще, друзья, по ходу вязания по боковой линии будем 4-5 раза добавлять по 2 петли, чтобы с подмышечной области до подоля кардиган получилось немножко клином. И этого тоже не забудьте. И еще, друзья, здесь рукава. Когда мы поднимаем петли в области подреза, друзья, мы будем быстрее сокращать наши петли. Это я 6 раз сократила по 2 петли с обеих сторон по одной через 2 ряда. И у меня вот так получается.
И потом дальше я сократила каждый в 8 ряду до манжета. И это вы, конечно, будете сокращать, как вам будет по размеру. Давайте, друзья, коротко объясню о схеме вязания этого кардигана. Для горловины берем 130 петель. И по ходу вязания горловины мы вяжем 10 рядов. И чтобы образовать треугольную форму горловины, вот здесь мы добавим по 5 петель. И у нас получится в конце горловины 140 петель. И когда наша горловина готова, мы будем разделять эти петли по частям кофточки. Для спинки 26 петель, для рукава по 13, для переда по 42 петли и для реглан линии по 1 петле. В полочке, друзья, 42 петли у нас разделяется на 7 петель для планки. И для образования ростка мы будем сокращать по 20 петель. Эти 20 петель мы будем сокращать в таком виде. 11 петель сокращения мы будем сокращать, чередуя. Сокращаем одну петлю без провязывания, вот здесь 0 показано, и с провязыванием, здесь показано 1. Это значит, одну петлю сокращаем и сразу поворачиваемся. Здесь тоже одну петлю сокращаем, поворачиваемся. А в следующий раз одну петлю сокращаем, следующую петлю провязываем, а потом поворачиваем работу. А в следующий раз опять без провязывания. Вот таким образом мы будем сперва 11 петель сокращать с обеих сторон, а следующие 9 петель сокращения мы будем каждый раз с провязыванием. Вот здесь показано 1. И когда мы закончим росток, дальше мы будем отделять 7 петель для планки с обеих сторон. И по ходу оформления ростка, друзья, здесь мы начнем узор. И здесь, друзья, еще показано, для нашего размера по реглан линии мы добавим по 30 петель. А для подреза мы добавим по 14 петель. И при вязании узора, друзья, мы будем применять вот такую схему, которую для вас специально я приготовила. Вот видите, здесь для правой стороны полочки, а здесь для левой стороны полочки. И вот видите, видно реглан линии, которая вот здесь показана, накиды, которыми берем по реглан линии. А эта сторона, передняя сторона горловины. Сокращаем петли для оформления ростка и заодно здесь включенные петли с обеих сторон мы будем включать в узор. И как применить эту схему при вязании узора, как мы будем сокращать петли для оформления ростка, все у меня подробно показано в мастер-класс вязания кардигана Камелия. Друзья, это схема узора. Вот видите большой узор, узор ажура и узор косички. И все эти узоры вяжутся на нечетном ряду. А четных рядах вяжем по рисунку. А накиды вяжем изнаночными петлями. В кардигане видели, в центре находится вот этот большой узор, потом с обеих сторон идет вспомогательные узоры. Я показываю только одну сторону, а эта сторона зеркально то же самое идет эти узоры. Друзья, все эти схемы, ссылки оставлю под видео, можете спокойно скачать и использовать для вязания. Теперь, друзья, размеры кардигана в сантиметрах. Ширина горловины 16, а глубина по переду 19 сантиметров. Длина рукава с начиная горловины до конца манжета 74 сантиметров. Ширина полуокружниц в области плечи 19, в области манжета 11 сантиметров. А полочки по 25 сантиметров, а ширина спинки 48 сантиметров.
в области подола немножко расширяется, полочка становится по 2,66, а спинка по 51 сантиметр. Реглан линия с начала горловины в области проймы 30 сантиметров и рост кардигана 91 сантиметров. Теперь, друзья, насчет коррекции размера кардигана. Вы спокойно сможете увеличить или уменьшить размер кардигана. Это вы осуществляете насчет удлинения или укорочения регланной линии. Еще здесь можно добавить для подреза больше петли или меньше петли.